Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И могу поздравить всех нас. Мы, наконец-то, Испания, в частности, мы начали выход из карантина, из чрезвычайной зоны, в чрезвычайного положения, давайте так скажем. И вот вы сейчас видите за моей спиной, как часть Испании перешла на первую фазу. Ну, чтобы говорить о первой, второй, третьей, четвертой фазе и о завершении выхода, то есть нужно подробно разобраться, по каким фазам, какие шаги будут сделаны Испании для того, чтобы выйти из сегодняшней ситуации и возобновить нормальную повседневную жизнь. Итак, давайте смотреть. Итак, 4 числа, 4 апреля мы вошли все в нулевую фазу, так называемую фазу подготовительную. То есть, когда разрешили записываться по индивидуальной записи, к определенным мастерам, когда разрешили гулять с детьми, когда выпустили маленьких детей из дома, когда разрешили пробежки по определенному времени, то есть в определенное время, там с 6 до 10 утра и с 8 вечера до 23 вечера, то есть можно было совершать прогулки по 2 человека, можно было заниматься спортом индивидуально, обязательно нужно было носить и нужно сейчас носить маски в местах общественного пользования, то есть как то транспорт, например. То есть вот такие подготовительные меры были доступны с 4 числа на нулевой фазе. И 11 числа апреля Испания должна была перейти полностью на первую фазу. Но на первую фазу перешли не все. То есть 11 числа не все провинции, вот вы сейчас за моей спиной видите, кто на сегодняшний момент в какой фазе находится. То есть Малага, Валенсия, Аликанте, вы сами посмотрите, да, по карте, какие провинции не соответствовали нормам и на первую фазу переведены не были. Точных сроков перехода с одной фазы на другую нет. То есть все будет зависеть от положения. Есть примерный календарь, то есть планируется, что в 4-6 недель мы выйдем полностью, но это не точно, поэтому будем следовать. Давайте посмотрим лучше, какие послабления нам дадутся и чему мы обрадуемся как невозможному после того, как будем переходить с одной фазы на другую. Нам пока радоваться нечем, мы тут сидим опять еще и в нулевой фазе, но все равно в воздухе чувствуется, что уже стало полегче, уже как бы прессинг такой моральный, знаете, он как бы чуть-чуть ушел, и очень хочется верить, что скоро мы доберемся до этой первой фазы в конечном итоге. Итак, что же такое первая фаза? Называется она начальная. Это возможность собираться группами до 10 человек, если, опять же, соблюдать нормы предосторожности и физическую дистанцию выдерживать, то есть это где-то 1,5 метра. Там, где 10 человек, там уже они как бы найдут, как соединиться. Откроется малый бизнес. Опять же, могу сделать поправочку, что малый бизнес открывается уже сейчас. Уже открываются какие-то иммобилярии, уже открыты ветеринарные клиники, уже открыты парикмахерские там при определенных условиях. Вот это мы уже сейчас имеем. Наконец-то, вот чего сейчас нам не хватает, это открываются террасы перед кафешками. Можно будет сесть, встретиться там, я не знаю, за соседними столами, и попить кофе и поговорить. И это очень сильно не хватает у нас сейчас, потому что солнце, и люди любят, встречаться, это такая культура. И террасы, надо поправить, что террасы должны заполняться до 50%. Как это будут контролировать, время уже покажет. Откроются гостиницы и места для размещения туристов, то есть частный сектор тоже, то есть можно будет, хотя границы не открыты, тут странно, но для туристические зоны тоже будут открыты. Будут открыты церкви, то есть можно будет уже совершать богослужения с ограничением заполняемости до 30%, и это очень-очень здорово. Полностью откроется аграрный сектор и рыболовный в том числе. Будут возможны тренировки спортсменов, профессиональных и полупрофессиональных команд. Можно будет заниматься профессиональным спортом точно теми видами спорта, которые не предполагают физического контакта. Можно будет посещать театры, кинотеатры, где вместе собирается не больше 30 человек. И 200 человек на свободном воздухе, то есть не в закрытом помещении. Можно будет посещать музеи и откроются залы для прощания
с умершими, ну, как бы это прискорбно не звучало. Да, и еще рынки. Я забыла, что будут открыты рынки. Опять же, если расстояние между торгующими будет далекое, может быть, нам фруктовые рынки откроют быстрее бы уже, потому что цены на самом деле очень сильно выросли за это время, очень. Причем очень чувствительно, да, скажем, я прям чувствую сильно. Итак, фаза вторая. Открытие ресторанов для обслуживания со столов с ограниченной вместимостью. То есть откроются рестораны внутри. То есть если сейчас только террасы на первой фазе, то на второй уже можно будет ходить в рестораны. Можно будет перемещаться по провинции, то есть можно будет перемещаться между городами. То есть сейчас, на сегодняшний момент, в нулевой фазе мы все должны быть в одном городе, и мы не можем выезжать из этого города. В первой фазе этого тоже нет, как я заметила. Вот во второй уже можно будет. Кинотеатры и театры с третьей части заполняемости. Сейчас перестану махать руками, потому что что-то смотрю, размахалась. Так меня это бодрит, это вторая фаза. Итак, культурные мероприятия, в которых вместе могут находиться 50 человек и уже 400 человек на улице. Представляете, разрешат охоту и рыбалку. Это прям очень здорово и очень важно. Образовательные центры, то есть для маленьких детей откроются детские сады. До 6 лет детки могут пойти в детские сады, следовательно, родители могут спокойно выйти на работу. Откроются торговые центры, то есть где нельзя будет собираться, в местах отдыха, да, то есть нельзя, но торговые центры уже откроются. И смотрите, свадьбы, можно будет проводить свадьбы с ограниченным числом участников. Вот такая вторая фаза нас ждет, и это уже прям вот близко к цели. Итак, третья фаза. Перемещения станут более гибкими, занятость площадей будет расширена до 50%, откроются ночные клубы и бары с максимальной вместимостью 30%, откроются пляжи, то есть по пляжам тоже сейчас ведутся дебаты, как на пляжах люди будут разделены. То есть вот такая вот будет третья фаза. И четвертая фаза – это конец запрета. Приблизительно ее планируют на конец июня. Но вот так вот, если говорить объективно, то вряд ли до конца июня все мы эти фразы пройдем, судя по тому, что мы не вошли даже сейчас в первую. Но вот такие перспективы. Судя по календарю, на каждую фазу закладывается примерно 2 недели. Если в течение 2 недель будет ситуация стабильная, да, не будет прироста, не будет вспышек, то есть все будет выполняться так, как должно выполняться, то плюс-минус вот каждая фаза будет проходить по 2 недели. Не знаю, как проходит у вас выход из коронавируса, тоже очень много читаю российских газет, вижу, насколько растет число зараженных, да, и опять же все говорят, что цифры занижены где-то, но я знаю, что уже выходят очень многие страны, даже с плохими показателями выходят из коронавируса. Друзья, здесь ситуация, для меня однозначная, то есть как бы куда мы не спешили, если это действительно вирус, да, и если это действительно угроза здоровью, то она очень сильно отразится потом, если раньше закрыть карантин. Хочется сказать только одно: берегите себя, не думайте о том, что говорят другие, то есть не думайте о том, что пишут в газетах. Просто решите для себя, что важно конкретно для вас и для вашей семьи, потому что на самом деле ситуация вот такая, да, можно поспешить и потом непонятно где оказаться. Экономика, понятно, страдает, понятно, что нужно зарабатывать, нужно выживать, это все понятно, но это хорошо, когда ты здоров и когда не нужно хоронить своих близких. Вот это вот самое главное. И я хочу, чтобы вы в своих комментариях, да, написали мне, что происходит, что вы думаете по этому поводу объективно. То есть именно вы, да, не то, что пишут где-то и кто-то говорит, а именно ваше мнение мне было бы очень важно. Жду ваших комментариев, жду ваши оценки, лайков и так далее под этим видео. И увидимся в следующий раз, в следующем видео на моем канале. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал
и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.